Друзья, всем привет! Сегодня я предлагаю приготовить легкое, простое яблочное печенье. Оно без яиц и лактозы. Многие из вас, кстати, просили такой вариант печенья. Ну и плюс еще и постное. В пост тоже подойдет. Ну что, заинтересовало вас мое яблочное печенье? Тогда давайте скорее готовить. Для приготовления постного яблочного печенья нам понадобится 200 граммов яблок, натертые на мелкой терке. Я беру, тут у меня со шкуркой и семечками, около 300 граммов яблок. 80 граммов кокосового масла, 8 граммов разрыхлителя, 200 граммов муки, 40 граммов коричневого тростникового сахара, можно заменить на белый свекольный, буквально 1-2 грамма корицы по желанию. Счищаем с яблока кожуру и натираем его на мелкой терке. Берем 200 граммов яблока, натертого на мелкой терке. Теперь отправляем сюда сахар, перемешиваем. Растопленное кокосовое масло, перемешиваем. Соединяем муку с разрыхлителем, порошком корицы. Корица всегда прекрасно сочетается с яблоками, но если вы не любите ее, можете добавить ваниль или ванильный сахар. Будет тоже хорошо. Так, все это перемешиваем. К яблочной массе отправляем сухие ингредиенты и вымешиваем до однородной консистенции. Вот такое должно получиться тесто. Есть. Берем 2 листа пергамента. Здесь у меня ширина 30 сантиметров, а длина такого пергамента приблизительно 48-50 сантиметров. Так, перекладываем на один лист пергамента тесто. Так можно распределить немного. Есть. Накрываем вторым пергаментом. Берем скалочку и разглаживаем, вот так растягиваем тесто в пласт. Толщина такого пласта приблизительно 3 миллиметра, то есть довольно-таки тоненькое получается тесто. Если где-то у вас кусочек вылазит, вы можете отсюда взять, положить его вот в уголочек в какой-то. Сейчас я покажу. Так. Главное, чтобы толщина была везде одинаковой. То, о чем я вам говорила, если какой-то кусочек теста вылазит, можно его отсюда взять и подклеить вот где недостающий кусочек. Теперь отправляем получившийся пласт теста, отправляем приблизительно на полчаса, максимум час, тесто в морозильную камеру. Кусочек выпал. Кусок большой, морозильная камера поменьше. Согласна. Можно взять ножницы и вот так вот отрезать. Оп, пополам. Так. Сложить друг на дружку. Отправляем в морозильную камеру, чтобы тесто хорошенько застыло, охладилось, ну, приблизительно на полчаса-часик.
Тесто у меня охладилось. Кстати, такое тесто можно хранить в морозильной камере несколько недель. И когда вам нужно, просто брать и использовать. Так, есть такой пласт получился. Я эти кусочки некрасивые обычно срезаю. Оп. И нарезаем на квадраты, прямоугольники, в принципе, как вам больше нравится. Эти маленькие кусочки я не выбрасываю, их можно раскатать снова между пергаментом, листами, также охладить и выпекать. Печенье очень любят дети, оно довольно-таки полезное, минимум сахара. Так, перекладываем печенье на пергамент. Отправляем наше тесто яблочное в разогретую до 175 градусов духовку приблизительно на 15, максимум 18 минут. В принципе, я тут ориентируюсь больше по цвету. Красивый, золотисто-коричневый. Достаем. Яблочное печенье готово. Оно очень ароматное, вкусное. Его любят дети, можно давать с собой в школу или брать с собой как перекус. Печенье уже остыло, хочу показать вам разлом. Оно внутри довольно-таки мягкое. Вот. А здесь у меня печенье, которому дня, наверное, 3-4, оно уже более хрустящее. Вот такое вкусное, ароматное, полезное яблочное печенье у нас получилось. Вкусненько. Друзья, я больше чем уверена, ингредиенты для этого печенья найдутся в каждом доме, поэтому обязательно приготовьте полезное и вкусное яблочное печенье. А больше рецептов вы найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах, на моих мастер-классах и на моем сайте. Подписывайтесь, комментируйте и давайте готовить вместе!